Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Напоминаю вам, что узорчиков на канале уже очень-очень много. Они собраны для вашего удобства, небольшие коллекции под названием плейлистов. Плейлисты вы можете увидеть на главной странице канала. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Узорчики универсальные, пробуйте, вяжите из любой пряжи. Самое главное правильно подобрать крючок. А я в свою очередь рассказываю о ниточках, с которыми работаю сегодня. Смотрите, называются они Нака, Мохер, Деликат. Идем дальше. По составу, смотрите, это 5% мохер, 10% это шерсть и 85% премиальный акрил. Кому интересен цвет, смотрите. Цвет, видите? 1036, 1036. Получается, в моточке в 100 граммах находится 500 метров. Так? И нам советуют производители, смотрите, брать крючок, вот, 4. Я данную пряжу уже вязала узорчики крючком номер 3, поэтому я сегодня беру под свою плотность вязания крючок номер 3. Вы точно так же изучаете аннотацию к своей пряже, подбираете крючок согласно вашей плотности и рекомендациям производителя, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелькам. Давайте я наберу 5 раппортов, это получается 30 воздушных петелек и еще одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 31 воздушную петельку, а вы набираете сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. В начале у нас петелька фиксации. При наборе петелек я ее не считаю. Теперь набираем 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиках, я сделала вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом, особенно для новичков. Обязательно сделать вспомогательный ряд, потому что мы будем пропускать воздушные петельки, чтобы вы в петельках не запутались. Да? Мы сделаем столбики, в столбиках точно не запутайтесь. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 столбик с накидом. Накид. В следующую, получается, петельку цепочки точно так же ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. И так далее. Шагаем в каждую петельку цепочки, провязываем столбик с накидом, сами себя контролируем. Количество столбиков должно получиться ровно столько, сколько у вас петелек в цепочке. То есть у меня столбиков будет 31, так, потому что я набрала 31 воздушную петельку. Не забывайте, что вот самые-самые первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. Давайте вот так вот аккуратненько до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика нырнули, провязали столбик без накида. Далее, смотрите, делаем накид, пропускаем 2 столбика. 1, 2. В 3-й столбик нырнули и вытянули ниточку, провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки, 1 столбик. Накид, сюда же опять вернулись, 2-й столбик с накидом, сюда же 3-й столбик с накидом, сюда же 4-й столбик с накидом и 5-й столбик с накидом. Вот такой вот у нас получается веерочек. Теперь смотрите, пропускаем 2 столбика, 1, 2, в 3-й ныряем, провязываем столбик без накида. Присоединили наш веерочек. Далее идет повторение. Накид.
Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий провязываем точно такой же веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. Раз, столбик с накидом. 2, 3, 4, 5. Как только 5 столбиков провязали, опять пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий провязываем столбик без накида. И вот так вот шагаем нашими веерочками. Столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек до конца ряда. Угу. Несложно. Давайте самостоятельно. И в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот наши веерочки готовы. Все ровненько, аккуратненько. И заканчиваем ряд. Мы, смотрите, вот наш столбик без накида. Все как у нас по узорчику идет. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот, накид. Сюда же опять возвращаемся в этот же столбик и провязываем столбик с накидом. Раз, накид. Сюда же вернулись, провязали столбик с накидом 2. Далее, смотрите, вот наши столбики, 5 столбиков. Отсчитываем третий столбик. Раз, два, три. Он у нас будет центральным столбиком, так? Беремся за верхушку этого столбика и провязываем столбик без накида. Накид. Смотрите, вот у нас между нашими веерочками находится столбик без накида. Мы в него провязываем точно так же веерочек. 5 столбиков с накидом. Раз столбик с накидом. Сюда же нырнули 2 столбик с накидом. Сюда же нырнули 3 столбик с накидом. 4 и 5. То есть мы с вами провязываем точно такой же ряд, как наш первый ряд с веерочками, только в шахматном порядке, да? Опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, в третий вот нырнули и провязали столбик без накида. И так далее шагаем до конца. То есть здесь у нас получается пол веерочка. Поняли, да? Все, опять ныряем, получается, в наш столбик без накида и провязываем веерочек. За третий столбик веерочка провязываем столбик без накида. И так далее. Не сложно? Я думаю, что не сложно. Давайте. Самостоятельно в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали наши веерочки, все ровненько, аккуратненько. Начинали мы ряд половинкой веерочка, да, тут было всего лишь только 3 столбика с накидом. И заканчиваем точно так же. 3 столбика с накидом, вот в столбик без накида предыдущего ряда. Все, на этом ряд наш закончен. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же опять возвращаемся в этот же столбик и провязываем столбик без накида. Теперь эту петельку мы подтягиваем, так, не сильно высоко, как бы, да, интуитивно. И смотрите, захватываем, получается, и ниточку, и петельку, вот так вот левой рукой, так. Дальше, смотрите, захватываем крючком ниточку нашу рабочую и протягиваем ее через петельку. Есть. Теперь этим же крючком, смотрите, возвращаемся вот в эту капельку нашу. Оп, видите, капелька. Вытягиваем ниточку. И теперь 2 петельки провязываем вместе. Мы с вами только что провязали петлю Соломона. Угу. Видите? Дальше делаем точно так же. Смотрите. Вытягиваем ниточку. Ту, которая у нас, получается, получилась, да? Делаем из нее такую вот капельку. Дальше захватываем и рабочую ниточку, и капельку левой рукой, первым пальцем держим. Ниточкой провязываем, получается, через петельку. Возвращаемся вот в нашу капельку, сформировалась которая. Крючком вытягиваем ниточку, и вот эти 2 петельки опять провязываем вместе. Вторая петелька Соломона. Вот наши 2 петельки. Видите, какие интересные. И теперь мы этой петелькой присоединяемся к верхушке нашего следующего веерочка. То точно так же. Отсчитываем третий столбик. Раз, два, три. Он же у нас будет центральный столбик нашего веерочка. И провязываем сюда столбик без накида. Вот такая картина должна получиться. Точно так же опять вытягиваем эту же петельку. Так. Не сильно как бы много, не сильно мало. Держим левой рукой, левым пальцем, да, первым пальцем. Ниточку протягиваем через эту петельку и сформировавшуюся капельку, вот, ныряем в нее, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе. Опять потянули ниточку, захватили левой рукой, держим ниточку и петельку,
протянули через петельку ниточку и возвращаемся в эту капельку. Оп, опять вытянули ниточку и 2 петельки провязали вместе. Есть. И опять шагаем к следующему веерочку. Точно так же отсчитываем 3 столбик центральный. 1, 2, 3. И присоединяемся столбиком без накида. И у нас с вами формируются вот такие вот интересные арочки, видите, состоящие из петель Соломона. Давайте до конца ряда самостоятельно, и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши петельки. Смотрите, какая красота получается. И мы присоединяемся нашими вот этими 2 петельками. Вот, помните, да, у нас были 3 столбика, пол веерочка. Вот, получается, к 3-му столбику у нас здесь были 3 петельки подъема, к 3-й петельке подъема столбиком без накида. Все, ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь будьте внимательны. Теперь эту последнюю петельку мы должны будем подтянуть. Будем из нее делать петельку Соломона. И смотрите, точно так же захватываем ниточку, левой рукой первым пальцем держим и петельку, и ниточку. Ниточку протягиваем через петельку, возвращаемся вот в эту образовавшуюся капельку, вытягиваем ниточку и 2 петельки провязываем вместе. Есть. А вот теперь, смотрите, мы должны будем присоединиться вот этой нашей петелькой, которая сформировалась, вот между 2, помните, петельками, да, столбики у нас. Вот к столбику присоединяемся аккуратненько и провязываем столбик без накида. Оп, все. А дальше будем повторять точно так же 2, получается, петельки Соломона. Итак, вытягиваем ниточку, захватываем левой рукой, все точно так же, как в предыдущем ряду, в капельку нырнули, вытянули, провязали. Опять потянули ниточку, держим левой рукой, захватили ниточку, провязали, нырнули, протянули и опять провязали. И вот сейчас только, да, мы присоединяемся, смотрите, вот, видите, над веерочком столбик мы пропускаем, так, а вот там, где наши были 2, получается, петельки Соломона соединялись между собой, вот сюда мы ныряем и провязываем столбик без накида. То есть мы провязываем точно так же, как предыдущий ряд, только в шахматном порядке. Поняли? Вот такая красота у нас по итогу получается. Опять провязывайте 2 петельки и соединяйтесь вот здесь столбиком без накида. Опять провязывайте 2 петельки и вот соединяйтесь столбиком без накида. Понятно? Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, какая у нас по итогу получается красота. Как вам? Как мы заканчиваем ряд? Мы провязываем здесь всего лишь только 1 петельку Соломона, и теперь мы выравниваем наш ряд, высоту нашего ряда, делаем столбик с накидом, накид, и вот мы возвращаемся к столбику без накида предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же, получается, в этот же столбик мы провязываем столбик без накида. Теперь смотрите, делаем накид, и мы должны будем вот в этот столбик между петельками Соломона ныряем в этот столбик и провязываем веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. 1, сюда же, 2, сюда же, 3, сюда же, 4 и 5. Угу. Вот наш веерочек, и мы должны будем присоединить его, вот видите, между петельками столбик. Вот к этому столбику присоединяемся и провязываем столбик без накида. То есть мы с вами провязываем точь-в-точь самый наш первый ряд, так, нашего узорчика, вот наши веерочки. Единственное, что они будут присоединяться к петелькам, к соломоновым, да, все. Опять точно так же накид, и вот в этот столбик провязываем точно так же веерочек с 5 столбиков с накидом. 1, сюда же, 2, сюда же, 3, 4 и 5. И опять наш веерочек присоединяем вот к месту соединения 2 петелек и провязываем столбик без накида. Понятно? Вот. То есть ничего сложного. Повторяем самый-самый первый ряд. Давайте самостоятельно провяжите, и в конце ряда я вас встречу.
Мгм. Посмотрим, что у вас получается, что у меня получается. Давайте в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот что у нас по итогу получается. Провязали мы веерочки, присоединились. Помните, 3 петельки подъема у нас здесь было? К третьей петельке подъема присоединились столбиком без накида. Дальше опять 3 петельки подъема. Раз, два, три, поворот. И провязываем здесь пол веерочка. То есть мы ныряем в этот же столбик и провязываем 2 столбика с накидом, как мы провязывали во втором ряду. Понятно, да? Вот. И присоединяемся, получается, к третьему столбику из 5. Раз, два, три. Вот он наш столбик. Присоединяемся столбиком без накида. И опять накид. И вот получается столбик без накида у нас между веерочками. И мы провязываем здесь очередной веерочек. Поняли, да? То есть у нас получается 4 ряда нашего узорчика. Первый ряд веерочки, второй ряд веерочки, третий ряд петли Соломона и четвертый ряд петли Соломона. Дальше опять идет повторение. Все, и ничего сложного. Так, сейчас 5-й столбик нашего веерочка провяжу. И присоединяемся. Вот, раз, два, три. Опять к третьему столбику, столбиком без накида. Понятно? То есть мы с вами провязали вертикальный раппорт узора. Раз, два, три, 4. И опять раз, два. Дальше будут соломоновые петли 3, 4. Все. Дальше просто повторяйте до нужного вам размера. Для тех, кто умеет вязать по схемкам, да, я сюда схемку прилагаю. Смотрите, сами себя контролируйте. Кто не умеет вязать по схемкам, обязательно посмотрите. Мы с вами уже все провязали. Просто отметьте для себя, как вы видите на схемке столбики, как вы видите соломоновые петли, как воздушные петельки. Вы увидите, что это совсем не сложно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но уже понятно, что будет очень необычно, оригинально, здорово. Угу. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот что в итоге у меня получается. Как вам? Необычно, да? Смотрите. Выбираете любую сторону, какая вам больше нравится. Такая у вас будет лицевой стороной. Потому что узорчик, видите, двусторонний. Что там провязываются веерочки, что там провязываются петельки Соломона. Как вам? Необычно? Необычно. Возможно, вы уже вязали что-то данным узорчиком. Рассказывайте, что вязали, будет интересно. Если не вязали, подбрасывайте идейки. Ну, конечно, в первую очередь в голову приходит палантин. Да? Легкий, нежный, воздушный. Возможно, одноцветный, возможно, разноцветный. То есть на ваше усмотрение. Меланжевые или ниточки, секционного или окрашивания ниточки. Ну, а потом уже, естественно, приходят в голову другие идеи. Наподобие шарфиков. Да? Возможно, у вас снудик будет. Возможно, он будет с горизонтальным узорчиком. Возможно, он будет у вас с вертикальным узорчиком. Почему бы и нет, да? Возможно, это будут интересные летние кофточки. Возможно, жилеточки. И так далее, и так далее. Жду в комментариях ваше мнение, что можно связать данным узорчиком. Давайте замерим красоту. Я, получается, сегодня набирала 31 воздушную петельку. Ну, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, да? Это получается, ну вот, 14 сантиметров точно с хвостиком. Так? А тут, смотрите, первый ряд был наборный. Дальше раз, два, потом 3, 4, да? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Так, я провязала. Ну и наборный будет у нас 14. Можно вязать, конечно, до бесконечности. Вяжется очень легко. Не пугайте петель Соломона. Соломоновых петель вообще легко вяжется. Ну, практически 15 сантиметров. Вот такая красота. Если вы будете делать, так скажем, петельки побольше, да, то получается данные рядочки будут пошире. Если будете поменьше, рядочки будут, естественно, поуже. То есть смотрите, выбирайте для себя, как вам будет удобно. Как вам? Смотрите, тянется вот так и тянется вот так. То есть тянется со всех сторон. Если это будет у вас палантинчик, не забывайте с краешку сделать кромочные, так скажем, столбики, да, 3, 5, 7, 10, сколько вам будет угодно. Ну, чтобы это было, так скажем, как в рамочке, да. Вот. Нежный будет, легкий, воздушный. И цветовую палитру выбирайте любую. Как вам? Возможно, конечно, вы возьмете летние ниточки, сделаете интересные топики-маечки, да, там по спинке, например, да, там, или под грудью, да, то есть открытые части. Тоже будет здорово, такая будет интересная разлетаечка, парео на лето, юбочки или, да, тоже здорово. Так что сохраняйте свои копилочки, обязательно пригодится. Жду ваши комментарии, ваши лайки, подписку. Жду на канал, кто еще этого не сделал, впереди много новинок. На колокольчик нажимайте, чтобы новинки не пропустить, вам будут приходить уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях.
Сохраните себе в плейлисты, вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.